Insiste la Juve. Cinesigno mette in area, Vincenzi vola e blocca su Leoncini. Alla mezz'ora il Venezia passa, manovra Manfredini che poi tira, Anzolin ribatte, riprende al volo Mencacci che infila. 1-0 per il Venezia. Итальянский футбол – это мир контрастов, где роскошь Милана соседствует с упрямством Лечче, Кальяри и десятков провинциальных клубов. Отдельно же от всех стоит островная команда Венеция, которая смогла соединить и красоту, и трагическую судьбу. Венеция – это город-иллюзия, застывшая во времени декорация, где каждый камень помнит эпоху дождей, а воздух пропитан солью и запахом старого дерева. Миллионы туристов едут сюда за романтикой каналов и блеск Ренессанса, даже не подозревая, что на самой окраине лагуны, на острове Сант-Элена, бьется сердце самого странного и самого эстетичного футбольного клуба мира. Здесь игроки и болельщики прибывают на стадион по воде, на катерах, лодках и вапоретто, а его история похожа на саму архитектуру города. Она держится на деревянных сваях, которые десятилетиями гниют в соленой грязи, но продолжают упрямо держать на себе всю эту невероятную красоту. Судьба крылатых львов – это бесконечный цикл погружения под воду и чудесного всплытия. Этот клуб разрушало торнадо. Его предавал собственный президент, увозивший на автобусе полсостава в другой город. Он трижды за 10 лет официально объявлял о своей смерти, исчезая с футбольных радаров. Но каждый раз, когда казалось, что окончательно ушла на дно, находилась сила, готовая вытащить ее из бездны. Сегодня Венеция – это уже не просто футбольный клуб, а мировой символ футбольной эстетики. Здесь отказались от шаблонов мирового гиганта Nike ради собственного стиля, сделав каждую джерси частью истории города. Добро пожаловать в город, который никогда не должен был стать футбольным, но каждый раз возвращался на поверхность сильнее прежнего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы отправляемся в путешествие по каналам истории Аранчо Неро Верди. История венецианского футбола началась не на залитых солнцем площадях и не среди дворцов эпохи Возрождения. Она родилась в полумраке небольшого ресторана «Донани ин Корте дель Орса». Именно там, 14 декабря 1907 года, 20 энтузиастов решили объединить футбольные секции двух местных спортивных обществ. Так появилась Венеция Футбол Клаб. Первым президентом стал Давиде Фано, а капитаном и одновременно тренером команды – швейцарец Вальтер Эмисегер. В те годы футбол Венеции больше напоминал романтическое приключение. Поле приходилось размечать прямо среди сосновых рощ острова Сант-Элена, а первыми соперниками становились экипажи иностранных кораблей, заходивших в городской порт. Интересно то, что привычных черно-зеленых цветов тогда еще не существовало, ведь изначально клуб выступал в красно-синих цветах в честь основателей. Лишь в 1909 году сменил форму на знаменитые Нероверди, чтобы окончательно обрести собственную идентичность и перестать ассоциироваться с Дженоа. Выпуск о грифонах уже есть на канале. В 1913 году у команды появился собственный дом – стадион на острове Сант-Элена. Однако его открытие обернулось настоящей катастрофой. В первом матче Венеция с треском проиграла Дженоа 0-7. Позже арену назвали в честь Пьера Луиджи Пинцо, венецианского летчика и героя Первой мировой войны, погибшего в авиакатастрофе в 1928 году. Пинцо также участвовал в поисках пропавшего норвежского полярного исследователя Роаля Амундсена. Стадион, построенный буквально на краю лагуны, стал одной из самых необычных арен Европы. Попасть сюда можно было только через мосты и каналы, поэтому каждый домашний матч превращался почти в небольшое путешествие по воде. Но даже такой красивый город не был защищен от суровой реальности. В начале 30-х годов клуб оказался на грани финансового краха, и ради спасения руководству пришлось отказаться даже от собственного имени и традиционных цветов. Несколько лет команда играла под другим названием, футболисты играли в пурпурной форме с золотым львом Святого Марка, главным символом Венецианской республики. Лишь в 1934 году Венеция вернула историческое имя и привычные черно-зеленые цвета. Настоящий расцвет клуба начался в 1937 году, когда президентом крылатых львов стал Арнальдо Беннетти. Именно он первым поверил, что небольшой островной клуб способен бросить вызов всей Италии, и спустя 2 года его мечта стала реальностью. В решающем матче против Аталанты единственный гол Франческо Пернига впервые в истории вывел Венецию в серию А.
Сам Пернига навсегда остался лучшим бомбардиром Венеции в элитном дивизионе, забив 45 мячей, но главным наследием Беннетти стали вовсе не победы, а два молодых футболиста, которым предстояло изменить историю итальянского футбола. Это было время, когда в Лагуне зажглись две величайшие звезды итальянского футбола – Эцио Лоик и Валентино Маццола. Будущая легенда великого Торино в те годы служил простым моряком на венецианских верфях. На просмотр Маццола пришел босиком. Он боялся испортить свою единственную пару бутс. Этот поступок настолько впечатлил тренера Джузеппе Джерани, что тот сразу настоял на подписании контракта. Паре с Эцио Лоиком, которого болельщики называли «слоном» за мощное продвижение по полю, они создали самый мощный атакующий дуэт эпохи. Итальянский журналист Джанни Брера так писал о той команде. Игроки были совершенно неопытными, но с абсолютной невинностью. Им приходилось учиться всему, от остановки мяча до удара пяткой, но они бросались в бой с такой страстью, что это больше походило на ярость. В 1941 году эта золотая команда достигла своей вершины. В финале Кубка Италии-Венеция встретилась с могучей римской Ромой. Первый матч в Риме начался как кошмар. Римляне вели 3-0 уже к 19-й минуте, но Маццола и его партнеры совершили героический камбэк, сравняв счет. В ответной игре на Пенцо Эцио Лоик забил единственный гол и принес Венеции первый и до сих пор единственный крупный трофей в истории клуба. Исторические записи рассказывают, что в тот день весь город утопал в празднованиях. Футболистов везли по каналам на традиционной церемониальной лодке, а следом плыли сотни гондол, превратив Лагуну в огромный праздничный парад. Уже через год Венеция оказалась в шаге от чемпионства. Но в решающем матче против той же Ромы команда не реализовала пенальти и проиграла 0-1. В итоге крылатые львы остались с бронзовыми медалями, с результатом, который сегодня кажется почти недосягаемым мифом. Но вслед за сладостью побед снова пришла печаль. Финансовые трудности заставили Беннетти продать Лойка и Маццолу в Торино за огромную по тем временам сумму 1 200 000 лир. Весь футбольный мир знает, чем закончилась история того великого Торино. 4 мая 1949 года самолет с командой разбился о холм Суперга. Венеция оплакивала своих героев так, словно они никогда не покидали Лагуну. Со смертью Лоика и Маццолы закончился первый золотой век клуба. Львы потеряли свои крылья и начали долгое падение в пучину низших дивизионов. Но связь с великой фамилией не прервалась. Спустя годы сын Валентино, Ферруччо Маццола, наденет футболку Венеции, а позже станет главным тренером команды и вновь напомнит городу о времени, когда венецианская Лагуна была одним из главных центров итальянского футбола. После гибели Лойка и Маццолы Венеция словно потеряла собственную душу. Следующие десятилетия превратились в бесконечную борьбу за выживание. Послевоенные годы стали временем затяжного кризиса. 1945 по 1968 год клуб пережил 6 вылетов и 4 возвращения в элиту. Каждый новый успех заканчивался продажей лучших игроков, потому что Академия продолжала рождать таланты, а казна так и оставалась пустой. Несмотря на постоянную турбулентность, в начале 60-х над Лагуной ненадолго вспыхнул луч надежды. В 1961 году под руководством Карло Альберто Куарио команда триумфально вернулась в серию А. В том сезоне Венеция, усиленная полузащитником Хуан Сантистебан, ранее выступавший за мадридский Реал, сотворила сенсацию и, финишировав выше Ювентуса, обыграв будущего чемпиона Милан со счетом 2-1. Для болельщиков эта победа навсегда стала одним из символов той эпохи. Однако удача быстро отвернулась, ведь в 1963 году Венеция вошла в историю итальянского футбола совсем не так, как мечтали ее болельщики. Во время домашнего матча против Милана с трибун в футболиста-гостей прилетела бутылка, и Федерация впервые в истории серии А присудила хозяевам техническое поражение. В конце сезона именно этих очков не хватило, чтобы избежать очередного вылета. Через 3 года стадион пережил свой последний великий вечер. На матч против снова Милана пришли 26 000 зрителей, и это был абсолютный рекорд арены. Тогда никто еще не подозревал, что совсем скоро этот стадион изменится навсегда.
11 сентября 1970 года Венеция пережила одну из самых страшных природных катастроф в своей современной истории. Над лагуной пронесся торнадо категории F4. Скорость ветра превышала 300 км в час, и погибли десятки людей, были разрушены дома, а ущерб исчислялся миллионами лир. Стадион Пинцо буквально разорвало на куски, обрушились стены и была уничтожена кровля трибун. Вместимость арены рухнула с 26 тысяч до 5 тысяч мест, а стадион больше не восстанавливали в прежнем величии, его латали временными трубчатыми конструкциями и металлическими лесами. Это была идеальная метафора состояния самого клуба. Некогда величественный лев превратился в ободранного уличного кота. В итоге к 1977 году Венеция впервые в своей истории опустилась в серию D, в болото любительского футбола. К началу 80-х будущее выглядело еще мрачнее. Финансовый крах 1983 года привел к банкротству прежней клубной структуры. Управление командой временно перешло к братьям Мацуката. На трибунах оставались только самые преданные болельщики, а морская вода продолжала медленно разъедать бетонные стены Пинцо, словно сама лагуна пыталась забрать клуб обратно. Казалось, история Венеции подходит к концу. Но в 1986 году в город пришел человек, который никогда не боялся идти против течения. Его звали Маурицио Дзампарини, и у него был радикальный план – объединить Венецию с ее историческим врагом с материка – клубом Местре. Это решение навсегда изменило облик команды, подарив ей оранжевый цвет в палитре и шанс выбраться из многолетнего болота. В 1987 году Венеция пережила одно из самых болезненных решений в своей истории. Решение, которое до сих пор вызывает споры среди старых ультрас и делит историю клуба на «до» и «после». 26 июня Маурицио Дзампарини, амбициозный предприниматель, чье имя позже станет символом хаоса в Палермо, решил, что два небольших клуба по отдельности никогда не смогут стать большой силой. Маурицио объединил островную Венецию с материковым клубом Местре, и так родились Араньоне Раверди – оранжево-черно-зеленые. К традиционным черному и зеленому цветам добавился оранжевый цвет Местре. Новый клуб получил название Венеция Местре, а домашние матчи неожиданно переехали с острова на материк на стадион Франческо Барака. Именно это вызвало ярость у обеих сторон. Венецианцы чувствовали себя лишенными своей команды, а фанаты Местре вскоре увидели, как их историю стирают. Когда в 1989 году название снова сократили до привычного Венеция и окончательно закрепив победу островной стороны. Но с другой стороны, слияние дало ресурсы, и Венеция начала подъем. В 1991 году под руководством молодого Альберто Дзаккерони клуб спустя 23 года вернулась в серию «Б», победив Комо в драматичном плей-офф. И поскольку стадион в Местре не соответствовал стандартам лиги, команда триумфально вернулась в свой плавучий дом на Пинцо. Именно тогда Дзампарини начал строить команду, которая позже станет одной из самых ярких в истории клуба. В середине 90-х здесь раскрылся молодой Кристиан Вьерри. За один сезон будущий лучший нападающий Италии забил 11 мячей и сделал имя Львов заметным далеко за пределами лагуны. Вскоре в 1998 году под руководством Вальтера Новеллина Пинцо снова услышал гимн элиты. Спортивный директор Беппе Маротта был уверен, что сумел достаточно укрепить состав. Но первый круг стал кошмаром. Венеция шла на дне, а звездный новичок Филиппо Маньера не забил ни одного гола. Тогда зимой 1999 года из миланского Интера в аренду приехал уругваец Альваро Рикоба. За полгода уругваец набрал 11 голов и 9 результативных передач, буквально в одиночку вытащив команду со дна таблицы. Кульминацией стал матч против его собственного клуба, где гол и ассист Рикобы принесли победу и гарантировали великое спасение в элите. Это была самая красивая аренда в истории крылатых львов. Кстати, отдельное видео о Рикобе уже находится в закрепе. Но, как оказалось, одновременно это было последнее счастливое мгновение эпохи Дзампарини. После ухода Рикобы сказка закончилась. Не помогло даже приглашение будущего чемпиона Италии Лучано Спалетти. За один сезон Дзампарини успел уволить тренера, вернуть его обратно, а затем снова отправить в отставку. Такие подходы были фирменной фишкой из-за импульсивности одиозного владельца.
Дзампарини, разочарованный тем, что власти не дают ему строить стадион на материке, решил сжечь мосты, и в июле 2002 года он сотворил ограбление в Перджине. Купив сицилийскую Палермо за 15 миллионов евро, Дзампарини решил, что Венеция – это отработанный материал. Он пригнал автобус к тренировочному лагерю команды в горах и увез с собой 12 ведущих игроков, включая лидера Филиппо Маньера, главного тренера Эцио Галериана и спортивного директора Рино Фоски. Семьи игроков были вынуждены срочно переезжать почти за 2000 километров, а Венеция всего за один день лишилась практически всего своего спортивного проекта. С огромными долгами львы были обречены на медленное падение и свое первое банкротство в 2005 году. Так, человек, который однажды спас Венецию, собственными руками подготовил ее первое официальное исчезновение. После ухода Дзампарини Венеция оказалась заложницей собственной истории. Президент забрал лучших игроков, тренера, спортивного директора и фактически оставил после себя пустую оболочку с огромными долгами. Клуб, который еще недавно возвращался в серию А, превратился в призрак, медленно исчезающий в тумане лагуны. Следующее десятилетие стало самым тяжелым в истории крылатых львов, временем, когда футбол в городе умирал и воскресал трижды. Первый крах наступил в 2005 году, когда клуб объявили банкротом и под новым именем отправили в серию С2. За возрождение взялись братья Ориго и Уго Палетти. На мгновение показалось, что львы смогут возродиться. Команда сразу пробилась в серию С1, а стадион Пенцо оставался неприступной крепостью почти 2 года. Но надежды испарились, когда выяснилось, что владельцы накопили огромные долги, и в 2009 ситуация повторилась. Клуб снова ликвидировали, а братьев Палетти позднее осудили за махинации. Для той Венеции это был уже не просто кризис. Банкротство постепенно превращалось в привычку. В тот момент город едва не остался без футбола вовсе. Мэр Массимо Каччари лично курировал создание новой команды. Она получила название «Унионе Венеция», чтобы сохранить имя города на футбольной карте и подчеркнуть единство лагуны и материка. Правда, даже эта история едва не закончилась провалом. Незадолго до смены владельцев клуб оказался в руках загадочного англо-иранского бизнесмена Шахрадада Галбана. Позже выяснилось, что он лишь представлял интересы группы финансовых спекулянтов, которые так и не собирались строить долгосрочный проект. Именно тогда, в 2011 году, в лагуне возник российский след. Клуб приобрел Юрий Кораблин, бывший мэр подмосковных Химок. Он стал первым российским владельцем в истории итальянского футбола. Кораблин пришел с большими деньгами и обещаниями построить на материке в районе Тессера суперсовременный стадион. И на короткое время фанаты поверили в чудо. Команда вместе с лучшим бомбардиром Эмилем Зубиным выиграла Скудетто Дилетанти, титул лучшего любительского клуба Италии, и в драматичном плей-офф против Монцы вырвала путевку в 3-й дивизион. Но главными соперниками Венеции снова оказались не команды на футбольном поле. Громкое расследование вокруг проекта «Дамп Моисей» и арест мэра Джорджо Орсони поставили крест на всех инфраструктурных планах владельца. Из-за падения курса рубля и международных санкций Кораблин постепенно потерял интерес к проекту, перестал платить зарплаты и просто исчез с информационного фона. Так, в 2015 году Венеция официально умерла в 3-й раз за 10 лет. В те дни крылатый лев напоминал старые деревянные сваи, на которых стоит сама Венеция. Десятилетиями они скрыты под водой, в темноте и грязи. Со стороны они кажутся хрупкими и давно сгнившими. Но именно эти сваи, вопреки всякой логике, продолжают удерживать на своих плечах дворцы Гранд-Канала. Также держался и футбольный клуб. Венеция находилась на самом дне, без лицензии и без будущего, и город готовился к похоронам, но внезапно на горизонте показались люди из-за океана. Американский адвокат Джо Такопина и группа инвесторов увидели в умирающей Венеции не очередной обанкротившийся клуб, а бренд, который можно вернуть к жизни. Летом 2015 года, когда Венеция в 3-й раз объявила о банкротстве, казалось, что история клуба закончилась окончательно. Но именно тогда в лагуне появился человек, который увидел в умирающей команде не проблему, а возможность. Его звали Джо Такопина.
Известный американский адвокат, среди клиентов которого были Дональд Трамп, Джей Зи и десятки звезд спорта, неожиданно решил вложиться не в очередной бизнес-проект, а в футбольный клуб, который существовал скорее благодаря памяти болельщиков, чем собственным финансам. Его первым делом стало упрощение идентичности. Громоздкое название «Унион» сменилось на лаконичное «Венеция». А вместе с опытным спортивным директором Джорджо Перинетти возрождение получилось стремительным. Сначала команда выиграла серию «Д», затем вернулась в профессиональный футбол, а в 2016 году руководство сделало, пожалуй, главное назначение того периода, назначив Супер Пиппо Филиппо Инзаги. Для большинства он навсегда останется героем Милана, но мало кто вспоминает, что именно в низших дивизионах Инзаги оказался почти идеальным специалистом. Инзаги не просто вывел команду в серию «Б», он оформил золотой дубль на уровне Лиги Про, выиграв чемпионат серии С и Кубок Италии серии С. В 2020 году клуб возглавил бывший президент Нью-Йоркской фондовой биржи Дункан Нидерауэр. И за этим назначением стояла почти голливудская история. Молодой аналитик Алекс Мента случайно нашел электронную почту Нидерауэра и отправил ему презентацию о том, как принципы Moneyball можно применить в итальянском футболе. Нидерауэр ответил через полчаса, и вскоре Мента стал директором по аналитике, строя состав на основе математических моделей и данных. Но главным ходом Нидерауэра стала модная революция под руководством бренд-директора Теда Филиппо Коса. Венеция отказалась от шаблонов Nike и перешла к Капо, чтобы получить полную свободу творчества. Для многих уход от крупного спонсора к маленькому бренду было необъяснимым, но это решение навсегда изменило клуб. Кстати, похожее решение сделал нововернувшийся Hull City. Дизайнерское агентство Fly Nowhere создало первые вирусные комплекты формы, а студия Бюро Борш разработала новый минималистичный фирменный стиль. В дизайне использовали текстуры стен венецианских дворцов и звезды с потолка базилики Сан-Марко. Венеция стала самым стильным клубом мира, где 96% продаж атрибутики уходило за границу. Но это имело и обратную сторону. Местные ультрас протестовали против слишком черных футболок, в которых оранжевый и зеленый цвета были едва заметны. Футбол ответил на эту дерзость взаимностью, и в 27 мая 2021 года Венеция встретилась с Читаделлой в финале плей-офф за выход в серию А. Венеция играла в меньшинстве и проигрывая. Но на последних минутах местный воспитанник Рикардо Бакалон забил гол. Этот гол вернул Венецию в серию А впервые за 19 лет. Празднование стало мировым феноменом. По Гранд-каналу прошел парад гондол, а президент клуба Дункан Нидерауэр вместе с игроками прямо в костюме прыгнул в воды лагуны. Но даже в этой сказке возникла тень. После вылета из чемпионата руководство рискнуло, потратив около 22 миллионов долларов на усиление состава, что привело к грани четвертого банкротства с кассовым разрывом примерно в 11 миллионов долларов, и история вновь начала повторяться. Тогда помощь неожиданно пришла из совершенно другого мира, на этот раз из мира хип-хопа. Совладелец клуба Брэд Кацуяма связался с командой Дрейка, и канадский рэпер через свой бренд Nocta инвестировал 40 миллионов евро. Этот капитал не только закрыл долги, но и сделал Nocta техническим спонсором команды, окончательно закрепив за Венецией статус культурного феномена. Сегодня Венеция стоит на распутье. Скоро клуб должен покинуть свою романтичную, но безнадежно устаревшую арену на острове и переехать на новый, а главное на современный стадион Баско делlo Sport. Это будет конец вековой традиции футбола на воде, но это цена выживания в глобальном мире. История Венеции – это история о том, что красота требует не только жертв, но и безумной воли. Это клуб, который разрушала торнадо, который предавали и обворовывали, но который всегда возвращался. Потому что Венеция не может просто утонуть. Сегодня крылатый лев снова в серии А и трижды возвращался за последние годы. Он носит лучшие одежды и дружит с мировыми звездами, но в его основе по-прежнему те самые гнилые деревянные сваи, которые держатся вопреки всему. Ведь Венеция – это и есть футбол, красивый в обличье побед и хрупкий в горечи падений.